Если будете так же, как я, ломать вдруг стены где-то, то прежде чем этим заниматься, когда будете подходить к электрике, обязательно разберите выключатели, розетки там и так далее. И посмотрите, куда уходит питающий провод. Приветствую вас, друзья! Как вы видите, завез я сюда уже кучку инструмента. Это еще не весь, еще пригодится другой мне, но в дальнейшем я его привезу. На первое время мне вот этого будет достаточно. Начинаем заниматься нашей старой квартирой, превращать ее из такой стопроцентной бабушкинской квартиры в нормальную, хорошую, современную. Какую она получается? Там евро двушка, наверное, да? Поправьте меня в комментариях, если что. То есть у нас получится совместная кухня, гостиная и две отдельных комнаты. Соответственно, будем сейчас все переделывать, делать современную квартиру, как я уже сказал, со всеми удобствами, со всеми необходимыми коммуникациями и так далее. Все, что, в общем, современный мир, современная действительность нам несет, да? Начнем в первую очередь ломать стены, ломать проемы, которые нам не нужны, их будем зашивать и возводить, соответственно, новые стены. Будем ломать стены и вырезать проемы там, где у нас будут новые двери. В общем, а там дальше постепенно перейдем к следующим этапам. Все буду показывать, все буду рассказывать. Где-то, если что-то там потребуется более подробно, покажу более подробно. Ну а так в целом просто рабочий процесс, который будет идти и как можно быстрее. Поехали! Если будете так же, как я, ломать вдруг стены где-то, то прежде чем этим заниматься, когда будете подходить к электрике, обязательно разберите выключатели, розетки там и так далее. И посмотрите, куда уходит питающий провод, чтобы случайно его не закоцать. То есть даже если вы его будете менять, как мы, допустим, будем делать здесь новую проводку, но КЗ никому не надо, поэтому разобрали, посмотрели, вот видно, что он уходит вверх, то есть до этой линии можно долбить вообще спокойно, а дальше будем аккуратно и смотреть, как он там по стене идет. Ну вот так потихоньку, помаленьку добрался до распределительной коробки. Вот у нас тут два выключателя, один шел на кухню, второй на эту комнату. И дальше пошла разводка. Каких-то 8 часов работы и все готово.
Так, ну немного закончил я с разрухой, слегка прибрался тут. Вот у нас здесь была эта стена. И очень удачно после ее снесения мы здесь видим лаги пола. Вот они у нас идут. И это очень-очень хорошо, потому что в дальнейшем они нам пригодятся. Но об этом уже в следующих видео. Так, ну почти все, друзья. Тут сломал все. Вот у нас общий вид. Это будет гостиная, кухня. Здесь сломал стену, где была кладовка. Полный коллапс, короче, тут происходит. Сюда вот, где линия идет, очерченная, сюда, по идее, встанет дверь в детскую. И она вот так у нас сюда пойдет. Осталось снести вот эту стену и часть вот этой. А тут потом построить новую. Отличная, друзья, работа. Конечно, не удается избавиться от всей пыли, но очень помогает, по крайней мере, не вся квартира в пыли. Взял я специальный кожух, вот такой на болгарку, чтобы собирать пыль. Сейчас попозже расскажу. В целом я его брал, конечно, чтобы штробить стены под будущую электрику, но вот сейчас мне нужно вырезать проем под будущую дверь. И чтобы, соответственно, мне не ломать его и не получались у меня кривые там эти все сломы, а потом их равнять как-то и так далее. Сейчас я пропилю с двух сторон и аккуратненько эту стену сломаю. Ну и сейчас допилю и чуть-чуть расскажу вам об этом кожухе, что он из себя представляет. Итак, сам кожух для болгарки, вот так он выглядит. Механик называется, кто производитель, я не знаю, в общем. На самом деле и не особо интересовался. Подходит от 115 до 125 диаметра. В общем, здесь у нас болт с ручкой, соответственно, для крепления уже к родному кожуху болгарки. Тут патрубок съемный. И к тому же он поворачивающийся. То бишь, очень удобно, если вы держите болгарку, например, так. У вас подключен пылесос. Если вам надо ее развернуть, чтобы шланг пылесоса вот не таким образом болтался у вас, вы просто кожух этот поворачиваете, патрубок вернее, и у вас шланг опять же от пылесоса идет вниз, ну, облегчает, в общем, это работу. В общем, почему купил? Стоит он 1400 где-то там рублей, 1400 с копейками. Брал в Мерлене, ссылочки на него оставлю в описании под этим видео. Почему купил? Сначала думал, конечно, сделать я самостоятельно подобное устройство. Посмотрел видосы другие, там, как люди делают. В основном все используют 45-й угол обычной этой водопроводной трубы, канализационной вернее. Вот. Кто-то приматывает скотчем, кто-то приматывает изолентой, кто-то еще чем-то там приматывает, кто-то крепит как-то кожуху, к родному кожуху болгарки на саморезы и так далее. В общем, в принципе, конечно, такая система тоже работает, и она, ну, оправдывает себя, так скажем, и при этом стоит копейки. Но вот эту штуку
взял, просто снял, допустим, и убрал, когда она не нужна. Если я что-то просто режу, там металл какой-то и так далее, мне всасывание пыли и так далее, вот это не нужно. Если у меня будет примотана вот эта канализационная труба на изоленту или на скотч, то она все равно так или иначе будет мешаться. Поэтому каждый раз ее отматывать, потом каждый раз перематывать, когда нужно снова ее использовать. Самый, конечно, простой вариант, когда она на саморезы прикручена, но из-за того, что там опять же пластик, я думаю, рано или поздно эти саморезы его сломают. Конечно, стоимость этой трубы там реально копейки, ну вот угла этого самого. И можно купить новую, снова там присверлить ее, прикрутить ее на эти же саморезы. Ну, в общем, я за удобство использования, тем более, что штробить мне тут много, в дальнейшем где-то еще пригодится, поэтому 1400 рублей, думаю, не такая великая цена, плюс вот эти удобства, что можно реально повернуть там в каком-то нужном направлении, что он подходит под разные болгарки, соответственно, и, в общем, по мне цена оправдывает себя. Так, ну и теперь посмотрим, как он крепится. Здесь на кожухе у нас есть специальные уши, такие простенькие, которые заводятся в родной кожух болгарки. Ну и винтом, соответственно, зажимаются потом. Очень простая установка. Завели уши под кожух, выставили нужный там вам угол какой-то. Я ставлю в стандартном вот таком положении. И просто винтом притянули. Все, он никуда не денется, не поворачивается. Патрубок, как я уже говорил, можно туда-сюда вертеть. Для удобства подключения пылесоса подключаем сюда строительный пылесос. Для небольшой какой-то резки бетона там или камня можно, в принципе, использовать и бытовой, но долго, конечно, не используйте. Лучше все-таки подключать строительный пылесос. Еще, чтобы уменьшить количество пыли, можно вот эту часть замотать малярным скотчем. Тогда отсюда будет еще меньше идти, и большая часть пыли будет уходить в патрубок. Ну и процесс использования. Начинать пилить нужно от места, где идет всасывание воздуха. То есть не вот отсюда начинаем пилить, иначе вся пыль пойдет куда угодно, но не в пылесос, а именно вот отсюда. Когда начинаете пилить отсюда, сразу поток всей пыли устремляется в этот патрубок и уходит в пылесос. Вот такие дела. Еще раз повторюсь, ссылки на этот кожух оставлю в описании под этим видео. Если вам необходимо, переходите, заказывайте. А мы поехали дальше. Да, друзья, работенка, скажу так себе, но всю основную работу я сделал. В общем, получилось у нас 50 мешков мусора. Здесь мешки, тут мешки. Вот такие куски стены, просто отвалившиеся большими пластами. Куча дерева от дверных коробок и от перегородок. Двери, еще не все. Специально я не убирал все двери, чтобы пыль не летела по всей квартире. Поэтому эти двери тоже демонтируем. Тут у нас вообще отсутствие пола. Почему-то строители пожалели досок, я не знаю, и сделали вот такими отдельными кусочками все это дело. Так, ну и все, друзья. С основным ломанием я закончил. Осталась одна стена у нас между ванной и туалетом. Ей займусь чуть позже. Надо просто немного передохнуть. В ближайшее время приедут к нам новые окна. Займемся их монтажом. По этому поводу выйдет отдельный ролик. Далее будет у нас входная дверь. И надо заниматься возведением новых стен. Ну и что касается новых стен, хотел спросить у вас совета. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, может быть, у вас был опыт, из чего лучше делать стены. Будет ли это какой-то кирпич или керамзитные блоки, или как они там правильно называются, пазогребневые. Либо сделать просто
каркас из профиля под гипс, зашить все гипсой, сделать утепление, не в качестве утепления, а в качестве шумоизоляции. Здесь будет у нас кладовка для хранения наших заготовок зимних, да, на зиму, которые, вернее, заготовки с нашей любимой дачи. И одновременно гардеробная под верхнюю одежду, ну или под какую-то такую еще одежду и обувь, которая используется нечасто. Поэтому, как такового, конечно, как таковых мощных стен здесь и так далее, их не надо. Тут вроде как бы так все достаточно просто. Единственное, что звукоизоляция, возможно, нужна будет, потому что все это будет дело граничить с детской комнатой. Если в гостиной собираются люди, там разговаривают, шумят, не знаю, какая-то вечеринка происходит, а ребенок в это время, например, спит или делает уроки, или просто там чем-то занят в своей комнате, то звукоизоляция не помешает. Поэтому, если, допустим, делать гипс, то его, скорее всего, да, все эти перегородки проложить утеплителем, пенополистирол или вата, либо делать какие-то более капитальные стены. В общем, я не знаю, я пока думаю по этому поводу. Напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, что вы думаете, как вы считаете лучше сделать. Говорю еще раз, возможно, у вас уже был опыт возведения вот перегородок именно внутри квартиры. Ну и плюсы, минусы там, я не знаю. А я пока буду сам размышлять и тоже думать, из чего же все-таки мне сделать эти стены. Вот такая обстановочка у нас получается. Вот слева вы видите сейчас дверь, открытую имеется в виду. Это будет вход в спальню в нашу. Чуть правее пошла дверь и проем в целом, это будет вход в детскую комнату. А самая левая дверь вот эта, она будет зашиваться и проем будет закрываться полностью. Так, ну и чтобы было у вас понимание того, что здесь будет в будущем и какая квартира была перед этим, потому что, ну, обзор, конечно, я делал, вот этот общий, но, может быть, там не совсем понятно. В общем, вот план БТИ, какая квартира была. То есть у нас получалось 3 отдельных комнаты, которые были связаны между собой по кругу. Раздельный санузел, отдельно кладовка большая или тамбур, 2 маленьких кладовочки или встроенные шкафы, как написали в комментариях, кухня. На этом все. Ну и мы с Олесей накидали такой простецкий 3D план, как будет квартира выглядеть в будущем, с расстановкой мебели какой-то там минимальной уже, в общем, чтобы и для себя представлять, как это будет, чтобы проще было воплощать в жизнь мечты, как говорится, но при этом не выдумывать их в голове, а видеть наглядно, что и как получается. Итак, смотрим. Вот что в итоге у нас должно получиться. Кухня-гостиная 24 квадратных метра, небольшой санузел на 3,5 квадратных метра, кладовочка, она же гардеробная, на 3 квадратных метра, наша спальня 17 квадратных метров и детская комната почти 12 квадратных метров. Вот такая идеальная квартирка. На этом все, друзья, но я с вами не прощаюсь. Еще предстоит очень много работы, а соответственно выйдет очень много новых роликов, поэтому подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте все уведомления, чтобы не пропустить новые выпуски. Пишите комментарии обязательно, ставьте лайки, ставьте дизлайк, если видео не понравилось. Опять же, пишите комментарии, что именно вам не понравилось, мы будем меняться. Всем вам огромной удачи и пока!